Против телезрителей сегодня играют маркетолог Никита Старун, аналитик Янис Цицерук, обладатель хрустальной совы, финансист Ким Галачан. Журналисты Дарья Любинская и Андрей Островский, а капитан команды, обладатель хрустальной совы, предприниматель Борис Белозеров. Против команды Бориса Белозерова сегодня играют Вячеслав Савицкий, Челябинск, Ольга Левченко, Астана, Илья Мильштейн, Тула, Мария Абрамова, Тверь, сектор Блиц, Игорь Свириденко, Королев, Андрей Колесников, Ливны, Олег Николаев, Нижний Новгород, сектор Суперблиц, Глеб Журавлев, Лондон, Евгения Калугина, Волжский, Евгений Романов, Кагул, 13-й сектор. Осенние игры «Что?», «Где?», «Когда?». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Добрый вечер, господин Белозеров. Добрый вечер, господин ведущий. На этой игре мы решили провести эксперимент. Все вопросы, которые не выпали в осенней серии, сегодня на столе. Борис, исключение лишь блицы и суперблицы. Их осталось по 6, а надо по 3. Как вам идея, Борис? Интересно, господин ведущий, с большим удовольствием. Я знаете, что подумал? С одной стороны, вы всегда хорошо отвечаете на помощи клуба, то есть на чужих вопросах. А с другой, командам же интересно, что было бы у них. Вот блиц мы начинаем сразу, да? Так, давайте быстро. Блиц. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Дмитрий Зизюля из Минска попросил показать вам фотографию 1887 года, на которой вы видите авторов одного проекта, а часть ее скрыть. Дмитрий спрашивает, что демонстрируют инженеры. Это мост. Какой-то. Ну, конструкция моста такого. Ну, как золотые ворота. Может быть, братья Райт, самолет. Слушайте, я почти уверен, что Какой это мост, еще раз? 1887. А крыло? Квантовый мост, да, вот это проблема, что он такой, да? На противовес. А крылья не могут быть, если самолет? Небоскреб Они самолет рано до самолета еще Итак, прошу. Ответит Янис Цицерук. Янис, прошу вас. Господин ведущий, добрый вечер. Мы читаем, что таким образом они демонстрируют конструкцию своего моста, который они готовы сделать. Демонстрируют конструкцию моста. Правильно я понял? Ну да, мост, как вот. Конструкцию моста. А теперь, внимание, правильный ответ. На этой фотографии инженеры наглядно демонстрируют, посмотрите на экран, как распределяется нагрузка между частями моста. Скептики не верили, что этот консольный мост в Эдинбурге будет надежным. Господин Баринов, вот в этом вопросе ответ мост. А блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Александр Медяник из Москвы попросил показать вам фотографию, сделанную в Москве в 1954 году, а часть ее скрыть. Александр интересуется, где побывали колхозники. Монолизу ВДНХ? привезли, нет? Что? Монолизу. Это не может быть рабочая колхозница на Не рано. А в метро не может быть? Да, они смотрят на украшения. Да, на украшения метро. Да, на всю красоту. Еще. Павильон что-то космическое, может быть? Спутник первый... Рано. Седьмой. Павильон ВДНХ. Прошу. Кто отвечает? Дарья Любинская. Дарья Любинская. Прошу, Дарья. Они побывали в метро. В метро. А теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрите на экран. Группа колхозников побывала в метро. Еще один вопросик, решающий третий вопрос.
Татьяна и Андрей Ригида из Самары попросили показать вам фотографию, сделанную в городе Солт-Лейк-Сити в 1948 году, а часть ее скрыть. Телезрители интересуются, где впервые оказались два сельских школьника. В лифте, может быть. В лифте? А, это кнопочки по направлению. Хорошо. Еще. Они на репортерах. Кинотеатр. Любой достижение. У врача какого-то, у стоматолога. Там что, какая-то таблица Сивцева? Они похожи Они на репортеров. Они всему удивляются. Наверх На смотрят. репортеров похожи. Ребят, Да, Которого какая в деревне не видели. Здесь хорошо. Итак, кто отвечает? Андрей Островский. Андрей Островский. Прошу вас, Андрей. Предположим, в лифте. Ну, посмотрите на фотографию. Почему вы это решили? Ну вот, может быть, не видели они никогда в жизни такого в своей сельской местности. Два сельских школьника, приехав в столицу штата Юта, впервые оказались, посмотрите на экран. Да. В лифте 1-0 в пользу знатоков. Господин Козлов, это на вашей игре был блиц. Вы бы справились? Ну, стоя вот так вот, всегда легко сказать, что справились. А Ну, так я что- думаю, справились бы. Вы же крепкие ребята. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Сегодня защитник знатоков Андрей Тимонов не смог приехать на игру. Поэтому вы можете смело атаковать беззащитных знатоков. Господин ведущий, у меня нет цели нападать на знатоков, я за справедливость. Но важно другое. Главное, чтобы в отсутствии господина Тимонова вы, господин ведущий, не превратились в защитника знатоков. Я сделаю вам приятное, и этого делать не буду. Я буду с вами, Алексей. Спасибо. Второй раунд. Господин Старун, Никита, ну, во-первых, я вас поздравляю с днем рождения. Сегодня вам стукнуло 33. Играть в день рождения для вас это подарок или наказание? Но в отсутствие господина Симонова я даже не знаю, честно говоря. Но надеюсь, что подарок, конечно. Надеюсь, подарок. Никита, ну, я хочу вам пожелать сегодня получить 33 удовольствия, а про 33 несчастья не вспоминать. Спасибо. Королев. Внимательно слушаю. Против вас играет сотрудник агропромышленного комплекса Игорь Свириденко, город Королев, Московская область. Господин Старун, впервые ананасы появились в России еще при Петре Первом. А уже в середине 19 века их стали выращивать в оранжереях. Вы это знаете. В наших условиях ананасы не вызревали, были безвкусными. Но повара придумали, что с ними делать. И это, в свою очередь, помогло приготовить блюдо. Это блюдо, Борис, и в наши дни можно попробовать в музее-усадьбе Федора Тютчева-Муранова. Внимание, вопрос. Что же готовят в Мураново из ананасов? Варенье. Ну, варенье как база. Варенье прикольно. Их надо карамелизировать, чтобы появился вкус. Не обязательно. Если солить как-то. Вот соленые ананасы. А почему? Солить. Ну, только то есть наоборот, они соль, безвкусные. соль лучше сахар поднимает. Как Ну, то есть, квашеная как бы... капуста, они же Да. кислые. Да, соленые ферментировать. ананасы. Ферментировать это нормально. Да, это интереснее, на мой Только взгляд. если сахар Варенье лучше, наверное. Варенье просто базово, как Смотри, будто бы, ну, ребят. то есть Из это- всего варенье это вкусно будет. интересно. А как так Соленое еще интересно. привязать? Что можно еще приготовить? Рябчики, Пирог, есть пирог, рябчики, жуй, рябчики с Оливье был с ананасами. ананасами. Да. Может Пирог, быть, пирог. оливье. Ну, вот в усадьбе заготавливать варенье, это охотник. такое... Пирог заготовки будто бы. какие-то делать. Ребят, пирог, например, да, то есть делать с ним какие-то попробовать. компот. Мясо какое-то. Вот ты приезжаешь в усадьбу, и тебе там же не будут готовить пирог прямо специально для варенья, там уже стоит. Они любое, они любят любое. Соленые интереснее. Мне соленые как будто бы, больше мне тоже нравятся. нравится. Ой-ой-ой. Варенье из всего, ребят, делают. Типа шишек и так далее. В этом нету как будто бы... Итак, кто отвечает? Ну, давайте, да, господин Галачан отвечает. Ким, прошу вас. Возникла экстравагантная версия, что если ананасы были безвкусными, вот,
ну, может быть, по вкусу похожие на огурцы. В общем, возможно, их придумали засаливать и, в общем, такую своеобразную закуску готовить. Господин Галачан, я знаю, что у вас в команде за текст вопроса отвечает Дарья Любинская. Госпожа Любинская, обращаю ваше внимание, что повара придумали, что делать, а это, в свою очередь, помогло приготовить блюдо. Так распишите мне, пожалуйста, что делать и какое блюдо приготовили. А то вы соединили два ответа в один. Господин Галачан. Ну, придумали, что ананасы можно засаливать, а блюда, соответственно, маринованные, соленые там, ананасы, вот, салат, может быть, с ними. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Рудер, у вас этот вопрос не выпал. Как бы вы ответили на него? У нас есть версия щи, например, делать. Либо оливье вообще, салат оливье. Так щи или оливье вы отвечали? Ну, оливье, наверное, салат. Так, господин Паташов, а у вас есть версия какая-то? Несколько. Ну, щи была первая версия. Щи была первая версия. Господин Галачан. Да. Сначала в России стали солить и квасить ананасы как капусту. Эту часть вы ответили правильно. А вот из квашеных ананасов варили, посмотрите. Сейчас вам вынесу. Щи. Щи из ананасов по старинному рецепту Тютчевых. Госпожа Любинская, следите за текстом вопроса. Вы вообще никого их не подтолкнули. Вы решили, что это одноходовка такая. Вот что делали сразу, а там, видите, какой витиеватый текст. Что-то придумали, а на основании этого сделали блюдо. Это вы все пропустили мимо ушей. 1-1. Так, мы собрались. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Игорь Свириденко из Королева. Господин Рудер, а видите, как у вас была правильная версия, но выбрали вы другую. А вы в оливье ананасы вместо чего положили? Вместо картошки? Так, ну, при Тютчеве вместо чего угодно. Третий раунд. Госпожа Любинская, ваша команда стала единственной из 3 команд совистов, кому удалось одержать победу в летней серии и продолжить борьбу за выход в финал года. Дарья, несмотря на это, летом вы были собой недовольны, вернее, не только собой, но и игрой команды. Что вас не устроило тогда? Ну вот такие же проблемы, как были в предыдущем раунде, когда не очень хорошо обсуждали вопросы. Именно это меня и не устроило. Надеюсь, что мы сможем сделать работу над ошибками. Но здесь только один способ, Дарья, записывать вопросы и внимательно к нему потом обращаться. Ливны. Против вас играет юрист Андрей Колесников, город Ливны. Господин Саминов, с вас решил Волчок начать, с вашей команды. Этот вопрос не выпал на вашей игре. И мне было бы интересно узнать, удалось бы вам блеснуть на этом вопросе. Господин Островский. Да, господин ведущий. В традициях японского театра много для нас необычного. Когда в 2003 году театр Кабуки приехал на гастроли в Россию, перед первым спектаклем труппе пришлось провести отдельную репетицию. Внимание, вопрос. Что репетировали актеры? Получать цветы, то есть, допустим, у них не принято было после этого несут им цветы, они не знают, как реагировать. Выход на поклоны. как принимать, наверное. Долго кланяться. Так, давайте подумаем, что отличается Базово вообще? там мужские роли, женские роли мужчины играют. И Там тихо, там что еще? Что-то они не без обуви, например, выступают. Может быть, какой-то пол. Отдельную репетицию. То есть, Что-то, что на это спокойно вопрос действие. Они могут быть, в принципе, реакцию на аплодисменты, вот, выход на поклоны. И реакция Слушайте, на поклоны и аплодисменты, наверное, во многих странах.
Да. Ну вот в Японии А в России более как свежие. Принято, наоборот, актеры кланяются зрителям, хотя у нас тоже. У них, значит, японский театр необычный. А чем, да, чем Необычно для нас, в общем, получается. Без слов, Справа налево, слева направо. Да, Это необычная без слов, традиция. что? Без У слов, нас как в театре принято по-другому поступать. пояснять, как то, что происходит, как цветы Выход на поклон, просто. А цветы не лучше? С цветами, ну а что, там эти цветы, кланяются на поклон, но завершающая сцена. Хорошо. Кто отвечает? Ну, давайте снова господин Галачан попробует. Видимо, сформулирует. Господин Галачан, прошу вас. Мы предполагаем, что в Японии нет традиции благодарить актеров после спектакля. Ну вот в том виде, в котором мы привыкли это делать. То есть аплодировать кланяющимся актерам и дарить им цветы. И предполагаю, что именно эту процедуру японская труппа и репетировала. А как бы вы назвали эту процедуру? Ну, выход на поклон, например. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Саминов, а у вас какая версия? Идеологически та же самая. Идеологически. Ну, также выходить на бис, кланяться и принимать Господин крики браво. Галачан, в театре Кабуки после окончания спектакля не принято, как у нас, выходить на сцену под аплодисменты зрителей. Приехав в Россию, японские артисты специально репетировали выход на поклон. 2-1 в пользу знатоков. А версию эту, по-моему, Янис Цицерук предложил первым. Янис, я вас поздравляю, подача, по-моему, была ваша. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. Реклама. Уважаемые телезрители, компанию Bad Boom в клубе «Что, где, когда» представляет заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк. Добрый вечер. Франсуа Мишель, презентатор. Так меня еще не называли. Павел, вы увлеклись французским? Нет, господин ведущий, просто я вместе со знатоками тенниса слежу за турниром «Париж Мастерс». И букмекерская компания Bad Boom запустила специальную акцию «Парижская гонка». Все подробности в приложении Bad Boom. Мерси, месье Поль. А мы продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Галачан, Ким, я честно вам признаюсь, я получаю огромное удовольствие, когда читаю ваши труды по теории игры «Что, где, когда». Это отрадно, господин ведущий. Вот пример. Ключевыми факторами успеха являются талант, самодисциплина и неприходящее желание побеждать в каждом раунде. Ким, а у вас лично что-то из этого хромает? Над чем вы работаете сейчас? Господин ведущий, да, нужно очень быстро бежать, только чтобы оставаться на месте. Вот над этим и работаю. Все это поддерживать надо, господин ведущий. Это все как... Скажите, а как вот в принципе можно понять, есть талант или нет? Нижний Новгород. Ну, я предполагаю, что талант — это некое базовое качество, которое есть у любого человека, который садится за стол, но таланта недостаточно. Вот такая мысль. Я вас услышал. Против вас играет школьник Олег Николаев, город Нижний Новгород. Господин Друзь, а вот это тот самый вопрос, который не выпал вам при счете 5-5. Он как раз единственный остался на столе. Внимание, черный ящик. Про черный ящик после, а сейчас внимание на экран. Перед вами традиционный женский головной убор области Британь во Франции. Придуман он более 200 лет назад, но носят его некоторые женщины до сих пор. Пока все понятно. А в черном ящике находится то, что было запатентовано 100 лет назад и получило свое название от названия этого головного убора. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Машинка
для стрижки овец, что-нибудь. Свечка какая-то. Поварской колпак. Это просто может быть похоже на эту штуку, понимаете? Свеча зажигания, например, понимаешь? Бигуди слышали, что как бы это по принципу, да, то же самое накручивается? Визуально вот как-то похоже, что-то белое. Бигуди неплохо, то есть это французское слово, по крайней мере, понимаете? Свеча зажигания была? Запатентовано только 100 лет назад бигуди. Могло быть. Хотя старше. Свеча зажигания. Еще раз, Длинная, белая. просто похоже, понимаете? Похоже на это. Башня. Белая Да. Втулка, башня. Подожди, сейчас зажигание Плафон, может получить плафон, в честь может вот быть, этого. ребята? Лампочка электрическая. Лампочка, почему лампочка? Как белая. Люстра какой-то функциональность Плафон тоже может быть, тоже но может это быть. хуже. Он не влезет, не влезет Он сюда. раньше Бигуди как будто бы. лучше как будет. А когда электричество и плафоны первые? Похоже? Тогда, наверное, Плафон маленький влезет. Ну, что-то еще. Итак, Французское слово. Давайте отвечает госпожа Любинская ответит. Дарья Любинская. Прошу вас. Нам кажется, что в черном ящике бигуди. Ваш ответ понятен. Господин Друзь, а у вас какая версия? У нас несколько, господин ведущий. Ну, вы в том бы что числе и отвечали? бигуди тоже. Но отвечали бы вы какую? Капитана у нас нет, к сожалению, он не выбрал бы. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Любинская, в честь этого головного убора получили свое название. Откроем черный ящик. Бигуди. А головной убор, господин Друзь, называется бигуден. И если бы вам этот вопрос выпал, и ваш капитан выбрал бы правильную версию, результат был бы другой. А сейчас счет 3-1 у нас. Госпожа Любинская, это была ваша версия, да? Это была версия Андрея. Андрея Островского. Нам очень мало его сегодня показывают, и он говорит очень тихо, так тихонечко говорит, его почти не слышно, оператор не успевает на него даже повернуться. Андрей, смелее. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры сегодня получит «Хрустальный атом» – традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Господин Островский, так как определять лучшего будет сегодня ведущий, то вам важно понравиться именно ему. Андрей, вы в курсе, что для этого надо делать? Быть смелее, вы же уже сказали. Давать версии громко, чтобы я вас слышал. Суперблиц. 3 вопроса, по 20 секунд размышления на каждый, играет один знаток. Кто останется за столом, Борис? Господин ведущий сегодня попробовать хочет Дарья Любинская. Дарья Любинская. Здорово. Это ваш первый опыт, по-моему, да? Второй, господин ведущий. Второй, первый был неудачный, я так понимаю, судя по тому, что вы не улыбаетесь. Чтобы одержать победу в этом раунде, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Также напоминаю, что компания Bad учредила приз для знатока, который выиграет Суперблиц последним в этом сезоне. Пока главный претендент Никита Старун. Но сегодня, Дарья, в честь дня рождения Никиты, вы можете его лишить этого приза. Очень надеюсь. Господа, Суперблиц вас ждет сегодня интересный. Дело в том, что после игры команды Виктора Сиднева на столе остался один вопрос. 3-й. Далее он у вас и будет 3-м. На игре команды Андрея Козлова на столе осталось 2 вопроса. 2-й и 3-й. 2-й вопрос Козлова будет вашим 2-м. Но до этого еще надо дойти. А вот на игре команды Константина Рудера Суперблиц не выпал. И из этой игры для вас мы взяли 1-й вопрос. Итак, внимание, вопрос 1. Всех уважили. Название свое она получила от имени. А имя это произошло от слова, которое в переводе с латинского означает «мать семейства». Андрей Присяжнюк из Ростова-на-Дону спрашивает, о чем речь?
Дарья, прошу вас. Мне кажется, это какое-то растение, может быть, мать и мачеха. Мать и мачеха. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Баринов, вы бы, наверное, играли Суперблиц, вы бы как ответили? Я ничего хорошего не придумал, что там как-то фамилия с матерью. А версии есть какие-то в команде? Господин Островский? Матрешка, может быть. Матрешка, может быть. Мать семейства в переводе с латинского Дарья Матрона. От Матроны произошло имя Матрена, а благодаря Матрёне появилась Матрешка. Господин Белозеров, а вот Андрей Островский знал. Господин ведущий. 3-2. $100 000 рублей от Альфа-банка получит Андрей Присяжнюк из Ростова-на-Дону. Господин Друсь и господин Антохин, к сожалению, мы так и не узнаем сегодня, во всяком случае, какие вопросы вас ждали в Суперблице дальше. Уважаемые телезрители, 3 команды знатоков уже завоевали право сыграть в зимней серии. Это команды Максима Поташова, Андрея Козлова и Константина Рудера. А в случае победы сегодня к ним присоединится команда Бориса Белозерова. Вот такая у нас ситуация. 6-й раунд. Господин ЦЦРУ, Янис, в интервью перед этой игрой вы сказали, что в осенней серии все было в руках у команд. Но кто-то своим шансом воспользовался, а кто-то нет. Янис, а от чего, на ваш взгляд, это зависит? Как результат любой игры, от кучи факторов. Как подготовились, как прошел день. Вот. И немножко от случая, конечно. Поэтому... От везения? Да, от везения, от случая. А что вам надо делать, чтобы не упустить свой шанс сегодня? Сыграть так, как мы умеем играть. Чаще всего это бывает достаточно. Астана. Против вас играет Ольга Евченко из Астаны. Госпожа Любинская. Да. Вы не очень расстроились? Я вообще не расстроилась. Не расстраивайтесь. Надо забыть предыдущий вопрос и настроиться на следующий. В последнее время на железнодорожных станциях в Японии стало возможным купить контейнеры с едой, а также с добавлением небольшого количества оксида кальция и оксида водорода. Оснащены они еще и шнурочком из полипропилена. Внимание, вопрос. С какой целью их наполняют всей этой химией? Подогревать. Ты дергаешь, начинается химическая реакция. Я видел похожую штуку. Да, и оно разогревается как белочка специально. Я тоже хотел сказать. Я думал, типа зубы почистить, но как скорее... Ребят, подогрев, смотрите, дергается. Оксид водорода — это вода, я не знаю. Вода и кальций, они получается, чтобы... Перекись водорода. Хорошо. А что, какая еще функция может быть? Контейнер, там какая-то химия. Почистить зубы, если что-то еще другое. Вот что тебе нужно, ты поешь... Кальций у вас это что? Веревочка тогда зачем? Веревочка. То есть веревочку дергаешь, но это не чистить зубы. Какие-то повседневные действия. Помыть руки, перерабатывает. Антисептик не может быть? Антисептик Смотри, дернул за веревочку, началась химическая реакция. Какая еще может быть? Что-то с экологией, если мусор... Наоборот, охлаждает. Но еду обычно все-таки лучше. И плюс химическая реакция больше с выделением тепла. Ну, есть разные, да. Скорее всего, это с выделением будет. Хорошо. Господин ведущий, ответит Никита Сторон. Прошу, Никита. Мы полагаем, что такое, собственно, устройство, эти контейнеры сделано для того, чтобы эту еду разогревать. То есть дергается веревочка, происходит реакция, нагревается еда, вкусный обед. Посмотрите на экран. Вся эта химия находится в нижней части контейнера с едой. Чтобы запустить химическую реакцию, надо дернуть за веревочку, и еда подогреется. Господин Сторон, вы же помните, да? Оксид кальция при взаимодействии с водой образует гидроксид кальция. Да. Вы понимаете ход моих мыслей. 4-2. 7-й раунд. Госпожа Любинская, сегодня опять капитан распределяет ответы, у меня голова идет кругом, а это, по-моему, ваша версия была, да?
Или мне показалось? Мы что-то вместе вначале активно То есть говорили. Никита заговорил женским голосом. А Дарья... У него день рождения, не судить строго. Дарья, на кону выход вашей команды в зимнюю серию юбилейного сезона. На ваш взгляд, команда сегодня играет лучше, чем в летней серии? Или примерно так же? Лондон. Я не готова сейчас комментировать, господин ведущий, после игры. Против вас играет Глеб Журавлев из Лондона. Вопрос снят самим телезрителям. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, у нас с женой есть хобби. Обычно один из нас начинает, а спустя время второй неизбежно спрашивает, поменять или перевернуть. Назовите наше хобби. Коллекционирование винила? Да, отлично, это очень хорошо. Это хорошо. Одна сторона отыграла, и он говорит, тебе нравится или нет. Это понятно. Игра какая-то. Игра, если игра. Поменять или Карт, перевернуть? это как карта. Первый человек что делает, он говорит, сказал. Один Начинает. Поменять или перевернуть? Или перевернуть. Ну, Какая-то реально игра, какая-то шахматы. игра, шахматы. Знаете, да, если это игра, в которой Часы, песочные часы, ребят, если, например. Ну, а хобби А что поменять? Как шляпа, объяснять слова какие-то. Если объяснять слова, то как? Поменять Тоже слова. перевернуть нельзя. Что перевернуть? Непонятно. Пазлы Да. какие-то Там собирать. цветы были на фоне, что-то с флористикой, может балкон, быть. да, такой? Поменять или Что можно еще перевернуть. переворачивать? Блинчики Какая-то какие-то. игра, Да. игра, чтобы играть в нее вдвоем. Игра для двоих Вот, человек. Шахматы, домино. Города, Домино. поменять. А двух сторон это мемори. Да, виниловки очень хорошо. Хобби хорошая. И даже во время прослушивания происходит несколько. Ну да, хорошо. Отвечает Господин Галачан. Ким Галачан. Прошу вас. Возможно, хобби нашей семейной пары — это коллекционирование виниловых пластинок. 5-2. Господин Погребняк, Павел, скажите, за кого вы сегодня болеете? Может, поболеете за телезрителей немножко? Господин ведущий, я всегда болею за наших. И в «Что, где, когда», и в фигурном катании, и в октагоне UFC. А пока мы будем ждать начала зимней серии, всем рекомендую посмотреть бой Ислама Махачева 16 ноября и тоже поболеть за наших вместе с официальным партнером UFC, букмекерской компанией BetBook. Павел, я вас благодарю, а мы продолжаем игру. Вернее, нет, мы не продолжаем игру, потому что у нас реклама на Первом канале. В этом году программе «Что, где, когда» 50 лет. В финале юбилейного сезона будет вручен уникальный приз. Такого приза в истории «Что, где, когда» еще не было. 6 бриллиантовых сов. Каждый игрок победившей команды станет обладателем бриллиантовой совы. 8-й раунд. Итак, господин Гиязов, думаю, пора раскрыть карты. Какой еще сюрприз ждет телезрителей в финале года? С большим удовольствием раскрою карты. Они вот такие. Если телезрители победят в финале, то каждый обладатель бриллиантовой совы получит от Альфа-банка карту на 1 миллион рублей. То есть каждый телезритель по 1 миллиону рублей. Это спасибо, Алексей. Пожалуйста. И это не считая денег из призового фонда финала года, в котором уже свыше 3 миллионов рублей. Да. Таким образом, по 1,5 миллиона минимум. Минимум. Вот такой хочу обратить выигрыш. внимание, что господин Тимонов приготовил для знатоков почет и уважения. Волжский. Против вас играет педагог Евгения Калугина, город Волжский, Волгоградская область. Господин Сторон, вы же оттуда родом, да? 33 года назад как раз вы там появились на свет, правильно я В понимаю? Волгограде, но там жил очень долго. В Волжском. Да. В письмах Антон Павлович Чехов иногда обращался к родственникам с просьбой что-то купить и сопровождал свои письма рисунками. Господин Козлов, мне очень жаль, что мы так и не узнаем, разбирается ли ваша команда в рисунках Чехова. Этот вопрос Волчок вам не выбрал. Внимание! Рисунки Чехова.
Послушайте, брата Александра писатель просил купить в Санкт-Петербурге печенье и передать от него Анне Ивановне Сувориной в знак уважения. Печенье такой формы самые вкусные. Сестре Марии напоминал, что ему нужны 3-4 таких воротничка. Брата Ивана просил привезти аналогичные рыболовные крючки, да побольше. А за этот рисунок Чехову пришлось перед Иваном оправдываться. «Извини, что я нарисовал так скверно, точно гриб». Внимание, вопрос. Что писатель просил купить и с Аказией ему привезти? Аказия это просто которые... Нет, Аказия Наверху это... есть Лампочка. Ребят, Аказия это те, Слушайте, которые передвигаются. А там есть что-то, иголка какая-то, змея, Какие-то запонки. Запонки, я вот про запонки тоже Почему? думаю. Ну, по форме похоже. Послушайте, там конец есть, как у змеи рот. Или пуговицы просто. Просто пуговицы. Вот такие пуговицы. Акация это не... на пуговицу похоже. Это не военное сопровождение, то есть это как посылка. Акация посылка. Масштаб может быть разный. Мелкая пуговица. Пуговица. А может быть письменные принадлежности какие-то, чтобы писатель, потому что ему нужно. Печать. Пресс-папье какой-нибудь. Он врач, что-то врачебное. Если врач, то медицинское, что может быть. Почему она... Стетоскоп. Стетоскоп это интересно, но... Стетоскоп похоже. Да, стетоскоп. Или галстук может быть вообще. Стетоскоп-то лучше. Ну как врачу, да? Галстук бабочка? Нет, галстук не завязан. Стетоскоп с Аказией Но прикольно. Его сложно передать. Прошу. Нарисовать. Прошу. Ну давайте Ким попробует. Ким Галачан, прошу вас. Ну, господин ведущий, мы тут вспомнили, что Антон Павлович был не только писателем, но и еще и врачом. И вот если это рисунок схематический, возможно, это напоминает стетоскоп. Стетоскоп. Да. Ваш ответ понятен. Господин Козлов, а у вас есть какая-то версия? Ну, версий всегда много. Ну, не тяните время, нету. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы что-то хотели добавить, а то мы одновременно заговорили с вами. Нет, ну я бы с медициной не связывал, я бы сказал, что это запонки скорее. Запонки. Вы, господин Галачан, вспомнили о том, что Антон Павлович Чехов был врачом. Верно. Но вы же представляете, как выглядел Антон Павлович? Да, представляем. Как что, господин Островский? Пенсне, наверное. Не, ну как бы у нас... Пенсне, вы хотите сказать? Красиво, да. Господин Островский, но вы сегодня... Только вот единственное, еще мы с вами не обсудили, что надо вовремя, во время минуты хорошие версии давать. Да. Действительно, Чехов просил брата купить, посмотрите, на фотографию, пенсне. Гриб – это металлическая душка. Антон Павлович предпочитал именно такую модель. Душку такой формы. Помните, в тексте вопроса госпожа Любинская говорила, такой формы, именно такие. То есть здесь еще форма имела значение. Ну, кстати, дорисуйте, господин распорядитель, как бы это выглядело, чтобы было понятно. Вот такие. Вот так дорисовать, и сразу понятно. Это пенсне, господин Островский. Браво, жалко, что поздно. 5-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Евгения Калугина из города Волжский. 9-й раунд. Господин Островский, да, господин ну что вы такой несмелый сегодня? Просто медленно думаю, господин ведущий. Это неправда. Вы свои тихие версии говорите на первых секундах. Вот сейчас, что вас натолкнуло на мысли о пенсне? Это очень хорошая догадка. Что я такого сказал, что вас навело? Вы сказали, попросили представить, как выглядел Антон Павлович. А что вам мешало самим вспомнить о том, как выглядел Антон Павлович?
Но хорошие мысля, господин ведущий, приходят, как известно. А вот сейчас Тула. Очень внимательно. Очень внимательно. Потому что против вас играет сотрудник страховой компании Илья Мильштейн из Тулы. Господин Белозеров. Да, господин ведущий. Но я надеюсь, вы помните девиз этого сезона. Помните? Если честно, нет, господин ведущий, напомните, пожалуйста. Каждой команде по мертвым душам. У команды Сиднева был вопрос про Кучера, команде Поташова вопрос про Раков не выпал, но выпал в следующей игре команде Андрея Козлова. Даже в блиц-марафоне был вопрос про гусиные перья. Так что, Борис, теперь ваш черед. Давайте попробуем. Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души» писал: «Шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями. За шипением тотчас же последовало хрипение. И, наконец, поднатужась всеми силами, внимание, вопрос. Что же произошло потом, господин Островский?» Самовар закипел, просто самовар, начинается шипение и... Это понятно. Поднатужился всеми силами, пошел пар. Пошел пар. Закипел самовар. Дальше. Пылесос, там что-то не понимаю. Это 1730-е. Разгорелось что-то, может, это огонь так? Итак, меха, например, Кузница, да, Музыкальный инструмент какой-то начал играть. Если музыкальный инструмент, то что? Непонятно. Он не хрипит. Вода, ребята, если еще что, вода или Дом воздух русского какой-то. помещика какой-то. Вот он приезжает в гости к кому-то из них. Балкон, если на балу, Да, и может быть сцена на балу. Пианино какое-то. Вы здесь, смотрите, я еще придумал сначала, что это всей комнате. слова Во всей Ерсы. комнате. То есть а слушайте, слова Ерсы не может быть после слова Ну, а Ерсы? хрипение, как Не хрипение? знаю. Тогда а что Французский. произошло? Волынка. Силами? Ну, волынка. А что потом произошло? Там дальше какое-то финальное действие, кульминация этого всего. Контроль к этому Подметают. Да, как-то, еще ребят, к этому что-то подводят. еще вот такое. Убирают. Но он не так хрипит. Приготовление еды какой-то. Итак, надо отвечать. Андрей Отвечает Островский. Андрей Островский. Прошу вас. Мы думаем, что в конце всего этого закипел самовар. То есть шум походил на то, внимание, правильный ответ. Шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями, да? Интересно. За шипением тотчас же последовало хрипение, и, наконец, поднатужась всеми силами, пробили настенные часы, господин Островский. Пробили настенные часы. Гоголь описал работу старинных часов. Ну, давайте. Самовар, что он ему тужит-то? 5-4. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Илья Мильштейн из Тулы. Десятый раунд. Господин Островский, Да, господин ведущий. я опять к вам. Скажите, что вам помешало вот сейчас? Не вспомнили все предметы, которые могли находиться в комнате? Ну, кстати, это хорошая тема для обсуждения, что могло быть в комнате. Вы вообще это не перечисляли. Перечисляли чуть-чуть. Но вы на господина Климовича не обращайте внимания, он литературу преподает в школе, поэтому он мертвые души знает наизусть. Господин Поташов, а у вас была эта версия? Слушайте, мы не очень можем обсуждать. Нет, это и не было. Не было. Кагул. Слова в вопросе. Играет повар Евгений Романов, город Кагул. Господин Козлов, ну опять вопрос из вашей игры. Да, я запомнил этот город. Да, на Чехова, ну, во всяком случае, втроем вы не ответили. Посмотрим, как будет сейчас. Господин Старум, за 17 веков хорватский город Сплит
на побережье Адриатического моря, повидал множество архитектурных стилей. Здесь можно встретить средневековый дом напротив современного здания. Через 1 минуту вы увидите то, что, по ироничному замечанию местных жителей, соединяет на улочках города различные эпохи. Внимание, вопрос. Что же это? Бельевая веревка, может быть, то есть напрямую прям соединяет. А бельевая веревка прикольно. Ну, А провода не может провода. быть вот ряженые, которые туристов развлекают, типа... Почему соединяют? Смотрите, да послушайте меня. Веревка это прикольно, потому что соединяет. Что еще? Провода. А просто провода электрические. Не может их с дома на дом как бы ткать? Это какой-то, наверное, приморский город. Это приморский точно город, вокруг вода, ребят. Да, на Мостовые соединяют, булыжные мостовые соединяют. Например, эпохи меняются, а булыжные мостовые не меняются. Мостовые не совсем шутка. На улочках города. Там туристы, много туристов. А белевые веревки раз между домами раскидывают? Ладно, дальше. Давайте еще между столбами, но тем не менее это все равно похоже на то. Сказали про побережье морское, что... Да, допустим, если Барселона, кто-то был. А что с побережья, что на побережье соединяет? Зонтики, что есть на побережье? Дома, это важно, Корабли, дома. сети. На улочке Рыболовные сети, которые... Итак, кто отвечает? Попробует господин Цицерук, господин ведущий. Я не спрошу вас. Предыдущие мы считаем, что по их научному замечанию соединяют разные эпохи белевые веревки, натянутые между разными домами. А теперь, внимание, правильный ответ. Местные жители Янис говорят, что в городе Сплит различные эпохи соединяют. Посмотрите на экран. Белевые веревки 6-4. 6-4 в пользу знатоков. Счет становится 6-4 в пользу знатоков. Команда Бориса Белозерова одерживает победу над телезрителями и получает право сыграть в зимней серии юбилейного сезона. Я вас поздравляю! Таким образом, в зимней серии примут участие 4 команды знатоков. Вот имена победителей. Андрей Островский, Ким Галачан, Янис Цицерук, Никита Старун, Дарья Любинская и Борис Белозеров. Господин Старун, ну что, вы получили 33 удовольствия сегодня? Ох, да! С И днем лед, и рождения! пламя. Спасибо. С днем рождения! Лучшим среди знатоков, на мой взгляд, был сегодня Андрей Островский. Андрей, в следующий раз смелее, а мыслите вы хорошо. Хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Лучшим вопросом станет вопрос о щах из ананасов. И Игорь Свериденко из Королева получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас, Алексей. 200 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь в призовом фонде 3 миллиона 200, господин Старун, 33 тысячи рублей. 33. Какая магия чисел! Уважаемые телезрители, зимние игры в нашем клубе начнутся в 20-х числах ноября. Ну а осенняя серия «Что, где, когда» на этом закончена. Большое всем спасибо!